Конничева, Эриза дес, и вы на канале Палитра японских дней. Я надеюсь, вы готовы к нашему новому ролику. Но прежде чем мы доберемся до этого сказочного места с прекрасными голубыми цветами, давайте вернемся в самое начало моего путешествия и поговорим о том, что вообще мы будем делать в этом ролике. День у меня был очень насыщенным, поэтому мне придется разбить его на два ролика. Первая часть будет ламповая и посвящена она моей поездке. А вторая будет называться «Привычки японцев, которые запомнились мне как иностранки». И уже она выйдет на канале примерно на следующей неделе. А теперь вернемся к истории. Давайте начнем со вскрытия моего ланчбокса. Поезд поездом, а еда в Синкансене – это святое. К слову, вы знали, что в обычных поездах в Японии есть запрещено правилами, но это не распространяется на Синкансены – поезда, которые курсируют на большие расстояния прямо между городами. На станциях всегда можно найти специальные магазинчики с бенто, а также мусорки для того, чтобы выбросить все ненужное. К слову, в самих Синкансенах на выходе из вагона также всегда есть отсеки для мусора. Недавно я ездила в еще одну поездку с моим другом-китайцем, и он заметил интересный факт. В их китайских скоростных поездах есть вагоны-рестораны, а также какие-то бабушки, которые ходят по вагонам и продают еду. Думаю, это близко к ситуации с Россией, да? И мой друг ожидал примерно того же от Синкансена в Японии, поэтому он был крайне удивлен тому, что внутри поезда никто еду все-таки не продавал. Итак, добравшись до станции Бараки, я сразу же вышла на автобусную остановку, перед которой выстроилась очередь из желающих добраться до парка Хитачи. Мы с вами приехали в это место только с одной целью – найти сказочные голубые цветы. Однако это место также популярно благодаря цветениям абсолютно разных растений, которые распускаются целыми полями и украшают это место круглый год. Парк Хитачи считается достаточно крупным парком, который разделен на разные зоны. И когда я приехала в это место, помимо цветения немофилы, тут также цвели тюльпаны. Как заядлый коллекционер всяких билетиков, штампиков и прочей памятной лабуды, я сразу нашла для себя развлечения в виде будочек со штампиками, которые были разбросаны по всему парку. В общем-то, это место именно такое красивое, как я себе представляла. И людей здесь тоже так же много, как я себе представляла. Красота. Но людей много, потому что это пик цветения. В пик цветения всегда все приезжают. Более того, это выходной, и это уже середина дня. Я пока до сюда добралась, прошло очень много времени. Везде были очереди, как обычно, но не сказать, что я сильно удивлена. Наоборот, ожидаемо, привычно. Главное, красиво. Ляпота. А теперь небольшой урок относительно того, как делать красивые фотографии в подобных многолюдных местах. На самом деле, многие стремились сразу попасть на вершину холмов, чтобы сделать те самые необычные фото с высоты. Но если вы хотите сделать хотя бы парочку снимков без людей на фоне, вам стоит оставаться в низине. Я нашла место, где холмы уже сильнее поднимались к небу, и из-за этого со стороны казалось, что сами цветы превращались в голубую стену прямо на заднем фоне. Там оставалось делать за малым. Поставить камеру чуть выше головы, мне помог высокий штатив, не вверх, где видны люди, а вниз, и начать съемки. Ну и на сами холмы вы тоже забрались? Да, ветер сильный. Но зато как красиво. Я бы, конечно, хотела попытаться сделать снимки, чтобы человек был всего один, все остальное голубое, и не было посторонних, но это как-то почти нереально, потому что людей очень много. Но это того стоит, это очень красиво.
Я думаю, многих людей интересует вопрос, реально ли у этих цветов такой насыщенный голубой оттенок. И я почти уверена, что по ходу видео было заметно, что в некоторых местах цветы казались чуть ярче, в некоторых чуть тусклее. Скажу так, для глаза это выглядело очень ярко. Небо в этот день было ясным, ярко-голубым, и цветы буквально сливались с ним на фоне. Однако, в зависимости от камеры, картинка отличалась. Там, где вам кажется, что снимки в моем видео ярче, я снимала на камеру Fujifilm. К слову, эти камеры славятся своими встроенными фильтрами, и я скажу честно, в моей камере чуть подкручены настройки для передачи всей цветовой красоты. Для видео, где картинка кажется менее ярким, во-первых, может быть яркий солнечный засвет, от которого насыщенность падает, а еще, скорее всего, это кадры с моей второй камеры, DJI, которая передает картинку чуть менее насыщенной. Ну вот и подошло к концу наше наблюдение за цветами немофилы. Во время этой поездки я, конечно же, сгорела, потому что не брала с собой никакие средства для защиты кожи и даже зонтик. Но ничего страшного, это будет мне уроком на будущее. Как я уже говорила, в этом парке есть не только эти цветы. В каждом сезоне цветет разное, и я надеюсь, что этой осенью я также смогу посетить это место для того, чтобы понаблюдать за еще одним интересным растением под названием кохия, или же летний кипарис. Также в этом месте можно найти много досуго-развлекательных штук. Помимо того, что здесь есть очень много полей с цветами, здесь достаточно много людей устраивают кемпинг, приходят с палатками, проводят пикники. Здесь есть небольшой парк аттракционов, в котором можно провести время с детьми. Также, так как пространство самого парка достаточно обширное, можно взять с собой велики. Есть отдельные велодорожки и даже веломаршрут, куда не ступает нога обычного пешехода, поэтому можно вдоволь накататься в этом месте. Есть поля для гольфа и прочие отдыхательные штуки, на которых можно купить себе еду, напитки, просто чтобы перекусить и спокойно отдохнуть. Парк расположен вблизи моря и немного за чертой города, поэтому, чтобы добраться до него, приходится покинуть станцию с поездами и пересесть на автобус. В Японии очень часто для самых популярных туристических мест проложен свой собственный транспортный маршрут. В случае с этим парком у них есть свои автобусы, которые довольно часто выдвигаются прямо от станции и едут до входа в парк. Кстати, пока не забыла. В моих социальных сетях я регулярно публикую информацию о том, какие места я посещаю и где можно найти подобную красоту в Японии. Так что буду рада, если вы заглянете в них. Ну а на этом у меня все. Спасибо за внимание. Мите курите аригато.